Николь — это не просто ведьма из ведьминского шабаша. Судя по новой информации, она вообще не человек. Николь — один из ангелов, или, если говорить языком Геншин, небесный посланник. Причем не какой-то обычный. По текстам видно, что раньше она напрямую служила небесам и считалась одной из самых молодых среди дочерей небес. Ей дали мудрость, силу и обязанность следить за людьми. И вот самое важное. Раньше ангелы в мире Геншина не просто существовали где-то далеко. Они буквально учили человечество жить. Людей учили разводить огонь, шить одежду, строить, переплывать реки, переживать голод и вообще выживать. Но вместе с этим небеса жестко контролировали мир. Людям позволяли развиваться только до определенной границы, не давая этим цивилизациям добраться до запретного знания. И в текстах напрямую показывают несколько таких примеров. Один народ начал слишком сильно использовать силу, дарованную им ангелами, и их цивилизацию сожгли. Другие пытались добраться до небес и получили запретное знание, их тоже уничтожили. Третьи ушли слишком глубоко под землю, и небеса буквально стерли результаты их работы. Главная мысль здесь простая. Небеса в Геншин не хотят, чтобы человечество стало слишком свободным или слишком умным. И Николь сначала в это верила. Она реально считала, что порядок небес правильный, а любое нарушение должно караться. Но потом она начала жить рядом с людьми, и именно это полностью изменило ее взгляд на мир. Самое интересное в истории Николь — это то, что ее никто не смог изменить и не переманить против небес. Она сама начала сомневаться, причем из-за обычных человеческих вопросов. В текстах постоянно показывают одну и ту же девушку, которая приходит к Николь и задает вопрос буквально обо всем подряд. Почему яблоко падает вниз? Почему сначала сверкает молния, а гром слышно позже? Почему луна не улетает в космос? Как вообще устроен мир? Для Николь это сначала было даже приятно. Она была одной из самых молодых ангелов и впервые почувствовала, что может по-настоящему кому-то помочь. Но есть важный момент. Люди в тот момент начали развиваться слишком быстро. И Николь сама это заметила. Она буквально удивилась тому, насколько человечество стало умнее по сравнению с прошлым. Раньше людям нужно было учиться ткать ткань, а теперь они уже обсуждают математику, физику и устройство мира. И именно здесь появляется главный вопрос всей истории. В какой-то момент девушка спрашивает Николь: каково цель этого мира? И вот на этот вопрос у Николь уже нет ответа. Потому что раньше она просто принимала волю небес как абсолютную истину. Мир существует, потому что так решили небеса. Правила существуют, потому что их установили небеса. Но когда она начинает думать об этом сама, все начинает разваливаться. Если все в мире создано высшей силой, и если все однажды должно закончиться, то зачем вообще существует мир? Зачем существуют люди? Зачем небеса сначала дают человечеству знания, а потом уничтожают цивилизации за эти же знания? И в этот момент происходит еще одна очень важная вещь. Николь перестает слышать небеса. В тексте это описано почти как потеря связи. Раньше она чувствовала благодать небес, а потом внезапно тишина. И почти сразу после этого начинается катастрофа. Николь видит, как небеса уничтожают очередной город. С неба падает огонь, все вокруг сгорает, люди умирают, начинается хаос. И тут Николь впервые делает выбор не как ангел, а как человек. Она начинает спасать людей, не исполнять приказ, не наблюдать со стороны, а буквально вести выживших через разрушенный мир и пытаться научить их жить заново. И проблема в том, что сама Николь к этому вообще не готова. Она умеет объяснять теории, она знает философию, науки и законы мира. Но когда людям нужно добыть еду, построить укрытие, пережить холод, вырастить урожай, оказывается, что небеса никогда не учили ангелов таким вещам. Потому что раньше все проблемы людей решались буквально сверху. Дождь, урожай, процветание – все это просто давалось небесами. И впервые Николь сталкивалась с настоящим человеческим миром, где нельзя решить все одной божественной волей. И именно тогда она окончательно понимает, насколько оторваны небеса от реальной жизни людей. Дальше история становится немного мрачнее. В какой-то момент начинается то, что тексты называют восстанием против небес. И судя по описанию, это был огромный конфликт, который затронул не только людей, но и самих ангелов. Небеса буквально начали сгорать. Ангелы, которые раньше служили высшей воле, начали восставать против нее.
Кто-то не смог принять жестокости небес, кто-то устал жить под вечным контролем, а кто-то просто больше не хотел закрывать глаза на страдания людей. И наказание за это было ужасным. Напрямую говорится, что ангелов лишили их силы и мудрости. Некоторые превратились в существ, похожих на животных. Другие теряли почти все, кроме остатков воли. Кто-то уходил в море, кто-то прятался в пустынях, кто-то пытался сохранить хотя бы маленькие очаги жизни среди катастрофы. И тут очень важна сама Николь. Потому что она не просто пала вместе со всеми. Она осознанно отказалась от части своей природы. Несколько раз повторяется мысль, что Николь добровольно отказалась. И причина довольно простая. Она поняла, что мудрость небес – это еще и цепи. Небеса дают знания, но одновременно запрещают задавать вопросы. Они дают силу, но требуют слепого подчинения. А Николь больше не могла жить, как после всего, что увидела. Поэтому она буквально выбирает человеческий путь. Не потому, что люди идеальны, не потому, что она внезапно возненавидела небеса, а потому, что люди хотя бы пытаются искать ответы сами. Даже ошибаясь, даже страдая, даже разрушая себя. И здесь появляется главный мотив всей ее истории – поиск смысла мира. Николь так и не смогла ответить на вопрос той девушки. Какова цель этого мира? И чем больше она видела, тем сильнее понимала, что у небес, похоже, тоже нет нормального ответа. Есть только контроль, наказание и попытка удержать порядок любой ценой. После этого Николь остается одна на опустевшей земле. Но даже тогда она продолжает искать ответ. И именно поэтому позже она сближается с ведьминским шабашем. Потому что ведьмы в Геншине — это по сути люди, которые тоже постоянно нарушают границы дозволенного и пытаются понять устройство мира, даже если это опасно. Для Николь это оказалось намного ближе, чем слепое служение небесам. После всех этих событий Николь постепенно становится той самой ведьмой, которую мы знаем сейчас. И здесь важно понимать, ведьминский шабаш — это не просто клуб сильных магов. Почти все ведьмы круга так или иначе связаны с запретными знаниями, устройством мира или вещами, которые выходят за рамки нормального понимания Тейвата. И Николь среди них выглядит очень логично, потому что ее главная черта – это не сила и даже не пророчество. Главное в Николь – постоянный поиск ответов. Из ее лора видно это постоянно. Даже спустя тысячи лет она все еще пытается понять, зачем существует мир, зачем существуют люди, почему небеса устроены именно так, и можно ли вообще выйти за пределы этой силы. При этом сама Николь уже сильно отличается от той идеальной небесной посланницы из прошлого. Раньше она была очень серьезной и буквально следовала воле небес, а теперь рядом с ней Алиса, ведьмы, путешествия между мирами, странные разговоры за чаепитием и абсолютный хаос. Причем Алиса тут играет огромную роль. Если Николь это человек, который постоянно ищет смысл, то Алиса ее полная противоположность. Алиса вообще не пытается все контролировать или подчинять правилам. Она просто хочет исследовать миры, смотреть на странные вещи и получать удовольствие от жизни. И судя по информации, именно рядом с Алисой Николь постепенно начинает меняться. Есть очень показательная сцена, где Николь спрашивает про смысл мира, а остальные ведьмы буквально отвечают что-то вроде «без понятия». И это неожиданный важный момент. Потому что раньше Николь жила в системе, где на все должен был быть правильный ответ. А теперь она находится среди людей, которые спокойно принимают неизвестность. Мир может быть непонятным, на некоторые вопросы может не быть ответа. И это нормально. Именно поэтому в конце истории Николь уже не выглядит как сломленный ангел. Скорее наоборот. Впервые за все время она начинает жить свободно. Да, она все еще ищет ответы. Да, она все еще связана с небесами и прошлым. Но теперь она сама выбирает, куда идти и что делать. И это, наверное, главная разница между старой и новой Николь. Раньше она осуществляла все ради воли небес. Теперь ради собственного выбора. Самое интересное это то, кем Николь стала сейчас, уже в современном Тейвате. Потому что формально она все еще очень близка к чему-то небесному. Она знает намного больше обычных людей. Может видеть вещи, которые скрыты от остальных. И, судя по всему, все еще каким-то образом связана с Ирминцулем и судьбой мира. Но при этом она больше не стоит над людьми. Наоборот,
Николь буквально пытается стать частью человечества. И это очень хорошо видно в ее лоре. Там говорится, что после исчезновения ангелов, человечество все равно продолжало искать в себе богов. Людям нужен был кто-то, кто даст надежду, защиту и смысл. А Николь в этот момент понимает одну неприятную вещь. Если небеса больше не видят ангелов частью мира, то она постепенно становится для мира невидимой. Ее больше не замечают, она перестает быть частью порядка. И тогда она делает очень странную, но важную вещь, получает глаз Бога. Для обычного человека глаз Бога – это награда, но для Николь это почти попытка закрепить свое существование в человеческом мире. Она буквально говорит: «Теперь вы видите меня как человека». То есть глаз Бога для нее не просто источник силы. Это подтверждение того, что она больше не небесное существо, а часть человечества. И это отлично связывается со всей ее историей. Вначале Николь была ангелом, которая смотрела на людей сверху вниз и исполняла волю небес. А сейчас она живет среди людей, помогает им напрямую, путешествует с ведьмами, изучает другие миры и пытается найти ответы уже не как посланница небес, а как обычное разумное существо. При этом у нее до сих пор нет ответа на главный вопрос: в чем смысл мира? И скорее всего это специально. Потому что история Николь вообще не про получение ответа, она про сам поиск, про человека или уже бывшего ангела, который перестал слепо верить системе и решил самостоятельно понять, зачем вообще существует этот мир. И именно поэтому Николь сейчас выглядит одной из самых важных фигур для будущего лора Геншина. Она знает правду о небесах, пережила падение старого порядка, видела, как уничтожаются цивилизации, понимает, как устроен контроль Селестии, и при этом все равно остается на стороне людей. А значит, когда история Геншина наконец дойдет до конфликта с небесами, Николь почти наверняка окажется одной из ключевых фигур всей истории.